8 лет назад я приступил к съемкам фильма «Наедине с волками». Это была трудная и интересная работа, наполненная забавными приключениями и неизвестностью. Я со своим другом отправился на плато Путарана, где волки мало знакомы с человеком. Оказавшись зимой среди заснеженной тайги, где на сотни километров ни жилья, ни людей, перед нами стояло две задачи – выжить и найти волков. Чтобы выжить, нам нужен дом, а чтобы найти волков, нам предстояло прочесать тайгу. С первой задачей мы справились быстро, а чтобы решить вторую, нам понадобилось 3 года. Пока фильм был в монтаже, я уже было начал рассказывать о наших приключениях, разместив на канале 3 ролика под названием «Подружиться с волками». Но вскоре вышел фильм, и начатый видеорассказ я бросил, полагая, что в фильме все показано и обо всем рассказано. За 2 года фильм посмотрело более 8 миллионов человек. Это хороший показатель для природного кино. Можно было бы утешиться и забыть, но тогда многочисленные комментарии и вопросы благодарных зрителей остались бы без ответов, а это попросту банальное неуважение поклонникам. Что ж, приглашаю опять отправиться в путь на озеро Аян, в самое сердце плато Путарана, и окунуться в гущу событий, оставшихся за кадром. Увидев в фильме этот домик, многие зрители были в недоумении. Как так? Герои заявляют, что отправились в дикое место, а тут посреди леса стоит хорошенький домик с печкой и большими окнами. Возле дома лежит приличный запас дров, рядом незамерзающая река с чистой водой и рыбой, даже туалет с баней есть. Не тайга, а таежный санаторий. Чего бы в таком доме жить и не тужить? Хоть в минус 40 или в многодневную пургу за окном. Сиди себе, топи печку и попивай чаек. Волки сами придут. Получается обман? Да нет, все верно, мы так и жили. А чтобы этот домик появился на этом месте, нам пришлось загодя потрудиться и вкусить палаточной жизни в самом начале пути. 2012 год, конец апреля. Мы впервые летим на озеро Аян. По-другому туда не добраться. Наша задача на этот год – найти подходящее место, построить домик и изучить обстановку на месте. То есть узнать, кто из живности живет в округе и есть ли здесь вообще волки. Где строить домик, заранее точного места мы не знали. Определимся с вертолета. Сделав пару кругов над устьем озера, стало понятно, что на его берегу удобного места нет. Слишком много снега и узкая прибрежная полоса. Единственное незасыпанное снегом место с ровной площадкой располагалось ниже по реке в 500 метрах от озера. Распугав большое стадо оленей, садимся на речную косу. Предусмотреть нужно было все до мелочей и взять все необходимое. Большая часть груза – строительный материал. Благо экипаж оказался не капризный, и 8 мы загрузили по самую крышу. На дворе крепкий мороз. А что самое главное при разгрузке? Не переморозить овощи. Поэтому мы их упаковали в утепленные коробки и накрыли одеялами. Без лука, картошки и лимонов экспедиция будет провалена. Быстро разгрузив вертолет, экипаж спешит улететь. Кому охота застрять на морозе? Улетел. На солнышке тепло, хочется расслабиться, но медлить нельзя. Лопаты в руки и вперед. Стоит только зайти солнышку, овощам и нам хана.
никакой костер не согреет. Теперь мы остались одни, дружище. С Валерой меня связывают долгие годы дружбы, которая началась с университета. Мы много где уже побывали и имеем приличный опыт выживания в подобных условиях. Быстро разгребаем снег, настилаем пол, ставим палатки и утепляем их. В подобных экспедициях мы используем каркасные палатки под печку, и желательно, чтобы вход был закрыт крупной молнией. Так удобнее во время пурги и ветра. Палатки стоят, печки топятся, овощи убраны в тепло, переносим продукты и остальные ценные вещи. Оставлять их нельзя, особенно продукты, могут украсть. Как-то раз мы не стали убирать, устали, а утром, пока мы спали, пришел медведь и утащил рыбу, зарытую в снег на вертолетке. 3-4. Оп! 3-4. Оп! Еще раз. 3-4. Оп! Пока мы перетаскивали вещи, третий участник экспедиции, Наталья, моя будущая жена, готовила нам борщ. Как нам повезло. Вот такая она жизнь таежная. Кажется, что нет ничего сложного. А на самом деле в этот день мы вымотались основательно. Загрузить вещи в машину, перевезти в аэропорт, закидать вертолет, долететь, выгрузить, перетаскать. И вечером уже не захочется любоваться сказочными закатами. Побыстрее завалиться бы спать. Но нет, надо еще дров на ночь заготовить. Печка гореть должна всю ночь, иначе мороз, красный нос придет. А мы не туристы-экстремалы. Всю первую неделю мы потратили на обустройство быта и изучение окрестностей. Результат оказался утешительным. Следы волков есть, даже иногда мы слышали их переклички. Олени идут нескончаемыми вереницами по всей долине и озеру. Если бы я тогда знал, что такую интенсивную миграцию мы больше не увидим, то я бы бросил строительство домика и снимал бы оленей днем и ночью. Я был уверен, что в следующем году все повторится, поэтому вместо съемок мы каждый вечер после стройки ходили на озеро любоваться оленьим потоком и закатом, делая только пробные съемки. Обычно, начиная такой проект, первый год изучаешь новое место, его обитателей, законы, ритмику, особенности и возможные непредвиденные ситуации, чтобы, начиная основные съемки в следующем году, не было сюрпризов. Ждать, когда растает снег, мы не стали. Выбрали поровнее место, расчистили площадку, разметили и начали строительство домика 5 на 4 метра. Поначалу я думал строить сруб из листвяка, но здесь в заповеднике резать лес нельзя. Для каркаса мы использовали сухостой, который впоследствии обшивали листами фанеры. Стройка стройкой, а перекус и сохранность харчей – святое дело. В мае на солнышке можно уже обедать на улице. Тепло. На запах и хозяин долины явился. Здесь Мишка обычно просыпается в начале мая. Пока в лесу еще много снега, он бродит вдоль реки в поисках пропитания. Медведь уже знает о нас. Идет осторожно, озирается. Вот почувствовал запах дыма. Надо делать ноги. Поначалу нам страшновато было. Кто его знает, что у медведя на уме, тем более голодный. Потом привыкли к его внезапным прогулкам. День за днем наше сооружение преображалось и стало походить на домик. Работа могла бы двигаться и быстрее, но в мае погода на плато стоит неустойчивая. Зима неохотно отступает, часто обрушивая на долину ненастья.
метели, снегопады и порывистый ветер сотрясали наши палатки, но благодаря печкам внутри было тепло. Нам ничего не оставалось делать, как останавливать строительство и сидеть в палатках, прислушиваясь к завыванию ветра и бряканью консервных банок, шум которых якобы отпугивал медведя. Не знаю, как медведя, но олени ничего не боялись и часто проходили вблизи от нашего лагеря, даже когда мы работали. Ненастья длились недолго, и этого хватало, чтобы снег растушировал все проталины, и долина вновь надевала зимнее убранство. Но солнышко быстро разгоняло мороз, и мы продолжали строительство. Печка – это сердце домика. Обычно в зимовьях ставят буржуйки, а чтобы она не раскалялась и держала тепло, мы обложили ее кирпичом, который принесли со старого разрушенного кордона. Иногда мы бросали стройку и уходили на целый день прогуляться по долине. Ниже домика река замерзает и превращается в обширную наледь. Они образуются в местах разгрузки озер и выхода грунтовых вод. Вода тонким слоем растекается на обширных площадях и замерзает. За зиму намерзает слоеный пирог толщиной до 3 и более метров. В сильные морозы переохлажденная вода похожа на расплавленный воск. Ходить по наледям очень опасно, особенно в начале весны, когда наледи начинают активно жить. Можно провалиться в пустоты. А в марте, когда наледь скована сильными морозами и нет осадков, формируется исключительно зеркальной поверхности, впору надевать коньки. Вместо коньков мы используем валенки на резиновой подошве. Лучшей обуви для морозной тайги пока я не видел. Спустя 3 недели наше строение стало походить на домик. Мы уже приступили к внутренним работам и утеплению. Закрыв временно оконные проемы оргстеклом, на время трапезы мы перебрались в домик, тестируя прелести будущего комфорта. К концу мая основные работы по строительству мы закончили, и у нас появилось больше времени для вылазок. Весна чувствовалась отовсюду. Сильных морозов и темных ночей уже не было, что позволяло нам уходить далеко, взяв с собой лыжи, чайник и перекус. Пока в лесу еще лежал снег, нам надо было выяснить, где же обитают волки. По следам, а точнее по их обилию, мы нашли место, где у волков располагалось логовище. Мы нашли 4, 2 хороших и 2 непригодных для жизни, но они были пусты. Жилое логовище мы так и не нашли, прошли в 5 метрах, но оно было рядом со старыми, в неприметном месте. Во время вылазок волков мы не встречали, а только слышали их вой, но зато оленей повидали вдоволь. Интенсивность миграции не снижалась, уже начали идти самцы, головы которых были увенчаны молодыми пантами. Зима ушла в прошлое. Снег в долине стаял, и лес наполнился голосами птиц. Домик готов, осталось только закончить внутреннюю отделку и сделать предбанник, и тогда можно праздновать новоселье. Хотя Валера уже переехал в домик, а в его палатке мы устроили баню. Наступил июль, долина полностью ожила и наполнилась красками лета. Вертолет привез недостающие стройматериалы. Теперь мы сможем завершить строительство полностью и заняться изучением долины и съемкой.
Этим же вертолетом улетала Наташа, а мы оставались вдвоем до конца ноября. За неделю мы закончили строительство предбанника и туалета, настелили таежный пол из жердей перед входом и окончательно переехали в домик, отпраздновав новоселье. Так вот и появился домик на Аяне, в котором я задержался на долгие годы.